В первые недели августа в северо-западной части Тихого океана сформировался тропический циклон, получивший международное имя «Дельфин» и порядковый номер 13 в японской классификации. Из-за температурных аномалий воды, вызванных эффектом Эль-Ниньо, шторм быстро набрал мощность. На пике своего развития в открытом океане он классифицировался как супертайфун. Максимальная скорость порывов ветра достигала 265 км в час. Траектория движения циклона затронула три ключевые зоны – Южные японские острова, Тайваньский пролив и восточное побережье Китайской Народной Республики. Первой территорией на пути следования тайфуна стала Япония. В субботу, 8 августа, основное воздействие стихии зафиксировано в префектуре Окинава и на островах Амами, относящихся к префектуре Кагосима. Постоянная скорость ветра в эпицентре на тот момент составляла 116 км в час с отдельными порывами до 216 км в час. Согласно официальным отчетам экстренных служб Японии, в пиковый период шторма без электроснабжения осталось более 50 тысяч домохозяйств, 39 тысяч в Кагосиме и 12 тысяч на Окинаве. К вечеру следующего дня без света оставалось чуть более 5 тысяч зданий. Тайфун полностью парализовал воздушные сообщения. Национальные перевозчики ANA и Japan Airlines отменили более 500 внутренних и международных рейсов. Аэропорт города Наха был закрыт. Официальные распоряжения и рекомендации об экстренной эвакуации получили около 260 тысяч жителей Южных островов. Зафиксировано 7 пострадавших, получивших травмы легкой и средней тяжести. Важным фактором риска стало то, что незадолго до тайфуна в регионе Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Проливные дожди создали угрозу масштабных оползней из-за размыва и без того нестабильного грунта. Из-за сбоев в логистике и мер безопасности автомобильный концерн Toyota остановил работу на 9 своих заводах. К утру 9 августа циклон «Дельфин» покинул территорию Японии. Смещаясь на северо-запад в направлении материкового Китая, «Дельфин» увеличил общую площадь своего штормового шлейфа до 1700 километров в диаметре. Циклон не совершал прямого выхода на сушу Тайваня, однако его периферия оказала серьезное влияние на логистику и вызвала геополитические трения. В северной части острова прошли сильные ливни, из-за чего авиакомпании были вынуждены отменить более 180 международных рейсов. Параллельно с этим Пекин выпустил директиву по обязательному регулированию судоходства в Тайваньском проливе на время прохождения шторма. Материковый комитет Тайбэя выступил с резким протестом, назвав требования КНР абсурдными и нарушающими нормы международного порядка. В Тайбэе подчеркнули, что Китай не имеет юридических прав ограничивать или контролировать движение судов в международных водах пролива.
Косвенные метеорологические последствия тайфуна зафиксировали и значительно южнее. Внешние нисходящие потоки горячего воздуха, вытесненные циклоном, привели к тому, что в Гонконге 9 августа был обновлен исторический температурный рекорд для этого времени года. Термометры зафиксировали 36,9 градуса Цельсия. Девятого августа основное внимание метеорологов переключилось на восточное побережье Китая. Государственное метеорологическое управление КНР присвоило тайфуну оранжевый, а затем и наивысший – красный уровень опасности. Профильные ведомства провели одну из самых масштабных эвакуаций в регионе за последние годы. Суммарно из зон повышенного риска было вывезено более 1 миллиона 129 тысяч человек.妈，我说上海这么久都没看过它淹水，好吓人！你们看。В провинции Цзэцзян, в черте города Вэнчжоу, эвакуировали 900 тысяч человек, для которых подготовили 1000 муниципальных убежищ. В округе Тайчжоу зону риска покинуло 390 тысяч граждан. В провинции Фуцзянь эвакуация коснулась почти 100 тысяч жителей. Параллельно властями была полностью остановлена работа на 115 шельфовых строительных объектах. В Шанхае из прибрежных районов переселили 30 тысяч человек. Выход тайфуна «Дельфин» на материковую часть Китая состоялся в воскресенье, 9 августа, в 17 часов 30 минут по местному времени. Точкой выхода стал район города Юхуан в провинции Цзэцзян. Скорость ветра в эпицентре составляла 151 км в час. Спустя час в районе Вэнчжоу приборы зарегистрировали ветер скоростью 136,8 км в час. По данным метеорологической службы, тайфун «Дельфин» стал самым мощным восточным тайфуном в текущем сезоне. Транспортная система дельты реки Янцзы оказалась частично парализована. В аэропортах Шанхая отменили около 1400 рейсов. Закрылся и международный аэропорт Нинбо. Крупнейший глубоководный порт Яншан полностью очистили от судов, остановив погрузочные работы. В Шанхае впервые за 13 лет ввели красный уровень опасности из-за интенсивных ливней, которые привели к подтоплению низменных городских кварталов. На данный момент траектория тайфуна смещается вглубь материкового Китая. Сталкиваясь с горной местностью, циклон быстро теряет скорость ветра и переходит в стадию тропической депрессии. Однако, по заявлению Министерства водного хозяйства КНР, основная угроза сейчас сместилась в гидрологическую сферу. «Дельфин» по-прежнему аккумулирует колоссальные объемы влаги. В отдельных районах провинции Цзэцзян прогнозируется выпадение до 600 мм осадков. В связи с этим объявлено экстренное предупреждение о критическом подъеме уровня воды и угрозе наводнений в бассейнах рек Кцянтан, Юн, Цзяо и Суян. Риск паводков и оползней в центральных провинциях Китая сохранится вплоть до 12 августа.